you hear the beats, I bet you wanna jump on this. Can't take that, now we ain't safe, I'm jumping face before. Здравствуйте, уважаемые зрители, всем привет. На дворе 2018 год, с вами снова я, Танкист. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте мои видео. Итак, сегодня мы поговорим с вами о настройке SSD диска для Windows 10. Современные внутренние запоминающие устройства, жесткие диски, SSD диски подсоединяются к материнской плате компьютера через интерфейс SATA. Интерфейс SATA может работать в двух режимах. IDE – это режим совместимости со старым оборудованием и программным обеспечением, и режим AHCI. Это новый режим работы с запоминающими устройствами. И только в этом режиме компьютер использует все преимущества SATA. Одних из таких, так скажем, главных преимуществ – это возможность горячей замены жестких дисков. То есть диски можно отключать и подключать к материнской плате, не выключая компьютер. И технология, которая сокращает количество перемещений считывающих головок жесткого диска, повышая скорость, естественно, запоминающего устройства, ну и так далее. Итак, первое, что нам нужно сделать, это нужно зайти в BIOS и включить режим AHCI в BIOS. Значит, сейчас мы с вами перезагружаем компьютер и заходим в BIOS. Чтобы зайти в BIOS, естественно, я думаю, вы знаете, нужно при перезагрузке удерживать клавишу Delete. Итак, зашли мы в BIOS. У вас он, естественно, может выглядеть по-другому. У меня материнская плата стоит Asus. Здесь мы заходим, у меня называется параметры дополнительно. То есть мы заходим в расширенный режим. Как у вас там правильно зайти, это вы уже посмотрите либо в инструкции, либо в интернете. Так, и здесь это у нас будет находиться на вкладке «Дополнительно». И смотрим конфигурацию. У меня это называется конфигурация SATA. И вот здесь вот у меня сразу есть вот выбор режим SATA. Вот здесь вот у вас видите 3 режима у меня. И мы выбираем нужный нам режим AHCI. После того, как вы его выбрали, вы выходите отсюда через сохранение изменений. И все. Итак, мы настроили с вами в BIOS. Далее мы с вами заходим в мой компьютер, выбираем наш SSD диск. Заходим в свойства и убираем галочку «Разрешить индексировать содержимое файлов». Так, и, кстати, можем проверить, что у нас AHCI включен. Можем посмотреть через диспетчер устройств. Заходим в диспетчер устройств. Выбираем вот этот пункт «Контроллеры» и смотрим. Как видим, данный режим у нас активирован и он работает. Далее, что я вам еще посоветую сделать, это отключить обязательно дефрагментацию SSD диска. Для этого мы заходим в команду «Выполнить», вводим сюда. В принципе, все команды я под видео укажу. И вы сможете их просто-напросто потом скопировать. Вот, выбираете здесь, вот видим, твердотелый накопитель. У меня здесь уже, естественно, все отключено. Вам тоже нужно будет, вот выбрали, и вот здесь у вас будет по расписанию включено, когда он будет у вас по расписанию дефрагментироваться. И сделаете
и просто его здесь выключите. У меня здесь выключено вообще на всех дисках, потому что я предпочитаю делать это сам вручную, когда мне это нужно будет, а не когда я, например, буду записывать видео, у меня вдруг начнется дефрагментация каких-то дисков. Так, с этим все. Да, еще что я вам посоветовал бы сделать, это тоже через диспетчер устройств находите вот дисковое устройство, находите свой диск SSD, 2 раза щелкаете и смотрим политику. Вот чтобы у вас здесь в политике стояла галочка, там где разрешить кэширование записей, и не было галочки отключить очистку буфера кэша. Потому что если у вас этого не будет, или вы поставите здесь галочку, вам обеспечены очень неплохие тормоза на ваших дисках, в вашей системе. Так, далее. Теперь нам нужно включить функцию Trim. Это команда, позволяющая операционной системе уведомить наш накопитель SSD о том, что какой-то блок данных уже не содержится в файловой системе и может быть полностью физически удален. Если мы эту функцию Trim не включим, то, в общем-то, производительность нашего SSD-диска будет значительно, причем так как скажем, значительно ниже. Прежде чем включить эту функцию, показать вам, как она включается, пару слов вообще об этом триме. Все современные файловые системы разрабатывались для хранения данных на HDD. И процесс их обработки происходит следующим образом. Допустим, нам нужно записать на диск файл. Система сохраняет его в ячейке на диске и записывает координаты этого файла в специальной таблице адресов MFT, которая, кстати, тоже хранится на этом же диске. И при необходимости получить доступ к файлу, MFT сообщает системе точное местоположение этой ячейки с требуемыми данными. Так вот, если мы хотим удалить этот файл, система попросту стирает его адрес вот из этой таблицы, не трогая, в принципе, сам источник. И при следующей записи данных новые файлы сохраняются в этих ячейках просто-напросто поверх старых. И вот эта вот команда Trim, она просто-напросто уведомляет о том, что данных записей не содержится в файловой системе, и можно их удалить полностью физически. Поэтому на вашем SSD-диске программы по восстановлению файлов, скажем, которые вы удалили, они уже будут бесполезны. Итак, что же нам нужно сделать, чтобы включить Trim? Для этого мы заходим, как всегда, в командную строку от имени администратора. Я предпочитаю это делать правой кнопкой мыши. И после этого мы сюда вписываем вот такую команду. И жмем Enter. Вот, видите, здесь вот указано NTFS 0. Вот, если у вас стоит параметр 0, то значит у вас данная команда Trim включена. Если стоит цифра 1, то она выключена. И вот это вот, то, что здесь написано, не установлен, этот нас параметр не интересует, потому что он используется для серверов. Так как у меня это не серверная станция, то мне это не интересно. Итак, если у вас вдруг здесь стоит цифра 0, то вам сюда нужно ввести следующую команду. Все эти команды я также напишу под видео в описании. Вот после того, как вы ввели эту команду, тоже жмете Enter, и у вас функция Trim будет включена. В общем-то, на этом все.
В этом и заключается, можно сказать, вся настройка SSD диска. Если кому-то было интересно, кому-то помогло, если кто-то не знал, может быть, об этом, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего, до свидания.